Привет! Это мое первое видео после большого перерыва. Я продолжительное время болел, меня этот ковид тоже зацепил. Сейчас потихонечку начинаю вливаться опять в работу. Постараюсь выпускать также ролики, как и раньше, с периодичностью хотя бы в неделю. И сегодня еще для меня особенный выпуск, потому что мы давно с вами не общались. Я последние ролики все записывал без комментариев своего. И вот сегодня хороший повод рассказать вам о моем новом инструменте. Мне пришел долгожданный пульверизатор. Это компания DEKO. Я когда-то, года 3 назад, уже покупал себе пульверизатор. И не буду говорить, какая фирма, но я остался очень недоволен, мне даже пришлось вернуть. Я уже был отчаялся, подумал, что этот инструмент, именно вот электрический пульверизатор, для очень узких задач, но решил рискнуть еще раз и заказал себе недорогой DEKO. Давайте сегодня распакуем его и, возможно, в конце даже попробуем попользоваться. Что, распакуем. Первое, что нас ждет в комплекте, это инструкция. Достаточно понятно, есть взрыв схемы, но вся инструкция на английском языке, я думаю, разберусь. Так, далее производитель положил обычную маску, просто для того, чтобы что-то положить в комплект. Потом, так, здесь же идет иголка, скорее всего, для прочистки сопла пульверизатора. Есть небольшой набор фильтров. Сейчас посмотрим, сколько их. Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 фильтров. Это бумажные фильтры с сетчатой вставкой. Их всего лишь 5, хватит на, скорее всего, ненадолго и не на большой объем, но их всегда можно будет заменить или марлей, или обычной сеткой. Так, здесь в этом пакете положили 2 сменных сопла разного диаметра. Тут среднее сопло установлено, самое мелкое и самое широкое. И также иглы для этого сопла. И ключ, которым эти иголки устанавливаются. Так, есть перчатки, чтобы не морать руки. И есть вот такая вот хитрая штука, называется вискозиметр. Она позволяет определять вязкость краски. Краску сюда наливаешь, и отсюда краска не вытекает, то значит краска слишком густая. Значит, ее нужно будет разбавить или водой, если это на водной основе, или другими растворителями, в зависимости от рекомендаций на банк краски. Если краска спокойно отсюда вытекает через этот вискозиметр, то значит краска готова к использованию. Так, и остались у нас детали. Блок с кнопкой, поворотная захватывающая трубка, которая позволяет разбрызгивать как наверху, так, если развернуть вперед, удобно будет, то есть краска будет полностью засасываться при покраске соплом вниз. Так, мы сегодня будем мелкие предметы на столе красить, поэтому сразу поверну вперед. И сам блок компрессора. Шнур примерно 1,5 метра длиной. Не очень длинный, но в любом случае пользоваться удлинителем придется. Достаточно просто. Здесь кнопка, которую отжимаешь, и полоборота 2 детали разъединяются. И также обратно. Вот так выглядит пульверизатор в сборе. Достаточно приятно увесистый, около, наверное, 1,5 килограмма в пульверизаторе. Здесь есть крутилочка, которая регулирует факел от точечного до продолговатого, чтобы можно было красить широкой полосой, широким факелом. Или это тонкий факел,
круглый или продолговатый. На курке также присутствует регулировка, она регулирует количество захвата краски. То есть мощность компрессора здесь не регулируется, она постоянная. Можно сказать, достаточно мощная. А вот количество краски можно регулировать как раз вот этой крутилкой. В общем, есть такое мнение, что было бы удобней, если бы у курка пульверизатора было полунажатие. Если нажимаешь курок наполовину, то включался бы компрессор, и когда курок нажимаешь до конца, то уже включался бы захват краски. У этого пульверизатора происходит все одновременно, а таким образом можно менять иглы и сам механизм распыления. Ничего сложного здесь нет, все очень достаточно просто. Факел можно, кстати, расположить как горизонтально, так и вертикально. Все можно построить под себя и покрывать краской как удобнее. Сейчас попробуем покрасить полочку. У меня здесь есть остатки краски от покраски мастерской. Течет отлично, так что в густоте краски подойдет. Да, такое ощущение, как краски распыляет много. То есть нужно будет сначала подстроить это все дело. Попробовал покрасить полку для велосипеда, небольшая. Понял, что этот краскопульт нужно только подстраивать. Нужно тщательно подбирать сопла под конкретную краску. И краску ее нужно было процедить. Так как у меня краска была старая, я ее даже не отфильтровал перед применением, хотя надо было. Я могу сказать точно, что делать выводы рано. Я думаю, мне надо будет еще поработать, чтобы составить точное мнение. И я обязательно этим мнением с вами поделюсь. Спасибо, что досмотрели ролик. Всем пока.